Я всегда хотел, чтобы нас снимали как в офисе. В сериале? В сериале, да, так. Где взгляды, вот так, эмоции. Да. Тогда, получается, ты... Я вот этот главный босс. Да. Стив Карл. Стив, ты чего, знаешь? Да, лично знаком. Я почувствовал очень хорошую позитивную ноту, то, что у нас есть такой шанс, то, что мы сделали все возможное, чтобы нам дали инвайт. Мы очень много тренировались. Когда получили его, очень были рады. В тот день, когда мы узнали, что мы прошли, у меня было ощущение, что мы как будто на последнем издыхании дошли до этого РМР. Мы взяли перерыв, подготовились. Но я знал еще до 7 апреля, там, за пару дней до этого, да, что мы прошли. Но чувства были приятны, потому что до последнего момента было непонятно, проходим ли мы все-таки на РМР или нет. И когда окончательно уже понимал, что мы прошли, был рад, понимал, что ту работу, которую мы проделали, она отчасти окупилась, да, что мы получили возможность пройти на мажор. И все, и просто full фокус, готовились к РМР, в принципе. Готов? Да. Заново проходить путь от тир 999 команды до тир 1, это, конечно, воодушевляет, но я об этом не думаю. Для меня все равно это Counter-Strike, и у меня новые вызовы. Уделяю время своей индивидуальной игре, когда до этого у меня годами на это просто не было ни сил, ни возможности. И погружаюсь, смотрю какие-то материалы и нахожу всегда что-то новое. Это прикольно. В первом матче выиграть антифорс за КТ на Эндженте, как бы это ни звучало, вот раунд на А надо было выиграть. На первой карте Brave Hero, когда мы выиграли пистолетку, где Белыч дал инсейн, мы пиздец как тупо просрали второй раунд. Базовая ситуация, которую мы отыгрывали 100 раз, и мы проиграли очевиднейший зажиман, который сильно повлиял на игру в целом, потому что это Best of 1. Так, первая игра с Heroic, но она была интересная. Первую половину мы сыграли 6-6, 6 раундов в атаке, при том, что мы проиграли пистик. Переходим за контров. Я даю там -4, выиграю важную пистолетку. Все вроде бы четко. Сейчас новая сторона, новая динамика. Будем набирать свои раунды. Был план на игру, все четко. Но Heroic делают форс, ломают нам экономику. 7-7. Мы форсим, мы их ломаем. То есть вот такие качели игры, мы выиграем очень важный раунд. Случилось то, что Heroic не играли официалки целый месяц. Целый месяц видно, как они тренились и как они, в принципе, импрувнулись. Они очень хорошо подготовились к нам, подготовились к Эншенту. Это чувствовалось в их колах, что они хотели вообще делать. Переиграли нас в ключевых раундах по макро и были допущены от некоторых игроков критические ошибки, из-за которых мы не смогли вернуться в игру. И все, и нас просто они засноуболили за атаку. 13-9. Ты убил, проконтролил, идешь дальше по нам. Так же лучше. И если даже они остановились, Леха же не читается, он тайминг прыгает. Понимаешь, а ты тормозишь. Что ты тормозишь? Ты даешь им спейс, они сразу же пробивают, они твой ник видят. Понимаешь? Если ты правильный мув не делаешь, у них же тоже благоприятный расклад. Понимаешь? У них, они 2 по 100. И если ты не пойдешь, то ты нам не улучшишь шанс. Вот это нам самое обидное. Что за кол тут? По ревизии? Они могут еще чуть побольше поставить из-за экономики, наверное, да? Да. Так и надо. Экономика проеб тут. Я охуел, что у них авик. Для меня вот это важный раунд был. Просто Ну, то, что море прилетел, пиздец зададел. Кстати. Давай играли нормально. Леха за искрой, пиздец, ключевой раунд был. Даст там все равно некий вклад очень большой такой, всегда преподносит в игру, что вне ее, что во время игры. И всегда хорошо иметь такого человека, который может во время игры что-то заметить, там, подкорректировать, подсказать. На этот раз его не было. Какой-то вред это все равно нанесло, потому что где-то мы привыкли, что Дастан всегда рядом. До этого мы играли, что только интернет-матче, он всегда где-то мог помочь, чем-то подсказать. А сейчас его не было, но до этого мы все равно уже собирались и общались насчет этого, и уже привыкали, там, играли праки без него, играли где-то официалки, чтобы он меньше говорил, подсказывал что-то. Многие моменты я бы не дал бы проиграть им.
бы я был бы за спинами или на сервере. Ну, это тоже опыт. Им надо становиться самостоятельнее. Все в какой-то переходной зоне. То есть там Леха учится быть капитаном, Жека учится лучше перформить. Белыч все равно он нормально сыграл. Ну, надо исправлять тупые ошибки. Эмиль, он только зашел в этот большой мир КС. Я надеюсь, что это будет хорошим опытом. Но чувствовал, что он был под стрессом. Саня по состоянию вроде сыграл нормально. Ну и тоже, наверное, на нем есть давление. Надеюсь, он с ним справится в будущем. Ошиблись, на самом деле, первый матч. 4-5 ошибок критически, хоть и взяли 2 пестика там. Сейчас уже такой момент, что сильно ты их не обсуждаешь. И надо сегодня просто второй матч постараться выиграть. Соперник нелегкий. Астралис. Мы за атаку, Лёва. Охуенно. Самое обидное, я думаю, было решение против Астралис брать Мираж. Не самую нашу лучшую карту и одновременно не самую их лучшую карту. Где-то стоило просто обратить внимание на себя, взять что-то оптимальнее для нас и не так прям заморачиваться насчет соперника. Думаю, вот это было самым обидным, по крайней мере, для меня. Мы неправильно оценили силу Миража. Объективно надо было, возможно, играть другую карту. У нас Мираж сейчас слабый, и сейчас больше всего работы на нем будет проводиться. Самое неприятное было то, что Астралис подготовились на Мираже очень хорошо, и зачем мы так мало за атаку взяли, за то, что они нашли то место, куда мы мало ходим, этим пользовались, и им было легко играть. То есть они не боятся, что там резкий распик, там резкий выход или авик отпикает. Мираж против Астралис. Мы почувствовали в игре против них, что конкретно в тот день и на этой карте они были на голову у нас сильнее. И был очень это важный матч. Мы падаем 0-2. Это означало, что нам надо будет выиграть 5 боу-3 подряд. В Мираж в Астралис мы даже не зашли. То есть было тяжело. Они нас перепушили, переехали, переиграли. Но даже после 0-2 ощущения и вера были нормальные. Мы проиграли по делу, по скиллу, по моментам, которые должны лучше осознавать, доигрывать. Мы знаем, что они подготовятся, правильно? Ну, типа, наверное, не знаю, знаете вы, не знаете. Забить хуй на это и не думать, это неверное решение. Передумать и самим делать не то, что мы играем, тоже неверное решение. А решение посередине. Надо почувствовать, где как ты сыграл по паттерну, где ты по паттерну. А чтобы это почувствовать, каждый должен понимать, как он играет в контру. Осознанно. Сильнее этих челов никого нет. По факту они по 10 лет катают. Все следующие 3 чела будут челы, которых мы обыгрывали. И которые сейчас в таком состоянии, как и мы. Пытались найти энергию, сделать некоторые выходные. После каких-то чемпионатов у нас было окно, которое мы использовали, старались, чтобы хоть какие-то силы на последний рывок сделать. У нас были клоус игры против хороших команд, и я думаю, что это способствовало даже такой игре. То есть последние игры, вот у нас все на спад пошло, накапливается там объем некоторых работы непроработанной и просто усталость эмоциональная. Мы подошли к этому турниру не в самой лучшей индивидуальной форме, не в самой лучшей форме как команда, в стратегическом плане, вообще именно в игровом плане, я думаю, мы подошли прям очень, так сказать, там, на 3 или на 4 из 10, там. Но, думаю, будь у нас там где-то больше времени свободного, не будь у нас так много официальных матчей, мы бы подошли гораздо лучше. Мы столько сидели, работали. Давайте постараемся максимум выжить. Ну, против бейтов мы бы лучше по счету были. Из-за КТ бы мы, скорее всего, просто зарыли, выиграли бы карту. Ну, а что тут? Что случилось, что случилось. С бейтами близкая игра, нормальная. Хочется в целом довести уровень карты, то, как мы себя на Дасте ощущаем. Вот. Это вот моя тренерская задача, чтобы мы другие карты тоже могли играть так же хорошо. Но когда мы играем там 100 плюс карт за 3 месяца, где-то на какие-то карты сложно провести большую работу. Поражение на Эншенте против Бейт. То есть мы были полностью готовы к Эншенту, но мы
проиграли сами себе. То есть это 4-1 невозможный раунд. Это там за контров 4-3, 4-2. Мы проиграли раунд, да, мы ошиблись. Там ошибся, можно сказать, каждый. И главное, типа, держать себя в тонусе, в нормальном состоянии. Есть следующий раунд, и все. Ну, то есть не было такого, что там какие-то переживания и так далее. И в команде вроде по голосу нормально все хотели выиграть. Давай, Граф. Давай. Нормально. Давай же. Не время, блядь. Здесь сейчас. Ощущения после этого РМР достаточно смешанные. Когда видишь, когда проходят другие команды, тебе немного грустно, потому что ты объективно мог пройти, и эти команды тебе по силам. Я играл РМР там 4 или 5 месяцев назад, также 0-3 вылетел. Наверное, это самый обидный луз. Вообще вот, поражение типа в карьере. И через поражение вот на таких больших турнирах всегда есть мысли, над чем работать, на что нужно обратить внимание, что нужно поменять. Недостаточно времени, чтобы реализоваться на максимум. За счет того, что мне не хватает обычного понимания, то есть глобального по макро и все. Когда уже заканчиваешь игру, просто смотришь на всю картину, то есть как игра шла, как начиналась, какие ошибки были лично у тебя, там, командные и так далее. Наверное, я чувствую давление просто от самого себя, то, что я должен не выигрывать даже, ну, сделать все на максимум. То есть выиграть, не выиграть, там уже как пойдет, но сделать от себя максимум, это давление на меня есть. Это то, что Белый взял Дигл нахуй, и взял этого. И мы на бараше 2-2, блядь. Прямой эфир 3 как. Может быть, чудо произойдет? Я считаю, что наш результат 100% заслужен. Мы могли пройти, но для этого нужны были обстоятельства. Достаточно сильные были команды против нас. Но я не заходил там с ожиданиями, что мы точно зайдем и точно вот обязаны проходить. Дали не самых слабых соперников на этой квале. Best of 3, да, мы сами себе проиграли. После завершения игры, то есть я вижу команду, я вижу, что все расстраиваются, но пока это реальность наша. Мы даже сыграли лучше где-то, может быть, мне кажется. То есть мы допустили меньше ошибок, чем обычно допускаем. Просто соперники были сильнее, значимость чемпионата, может, было больше, и люди просто доигрывали лучше. Возьмем, да, сейчас лучшие команды в мире, там, Vitality или Spirit. Поместим мы их в эту квал, но я уверен, что они пройдут там 3-0, ну максимум 3-1, да, вот какая-нибудь рулетка случится в боди, может, кому-то и проиграют они, да, но в целом за счет разницы, колоссальной разницы в опыте, скилле, эти команды спокойно пройдут эту квал. У нас этого пока нет. Не надо было выбивать их в тэшке по экономике. Не знаю, кто заколет. Белыч. Белыч, блядь, не надо выбивать. Бля, вставьте вот влог, чтобы все видели, внутрянку, поревижу. Кто меня окружает вообще? Цели натренировать те карты, которые у нас слабее, к следующему РМРу показать игру хорошую. Команда готова работать, все парни заряжены. У нас есть несколько чемпов, там ESL Challenger, мы сейчас в плей-оффе, да, то есть это отличная возможность пройти на ESL Pro Лигу, на Тир-1 ивент. У нас там Galaxy Battle и такие вот турниры Тир-2. Также мы прошли на LAN в Москве, очень важно. И как бы очевидно цель выиграть все эти турниры, апнуться в рейтинге. Если мы будем топ-24 мира по Valve рейтингу, нас могут пригласить, ну, точнее, пригласят на плей на М-Кёльн. Вот это основная цель сейчас наша. Сама цель — это стабильно прийти к нашим там пока плей-ин, потом уже топ-10, и вот так шаг за шагом идти к нашим целям. Продолжать выигрывать все, что можно. Ставить цели себе только на победы. Развиваться и становиться лучше. Глобальная цель — это улучшать индивидуальные навыки у каждого, то есть просто понимание по макро, доигровки ситуаций, банальные передачи информации правильной, то есть помощь, когда ты мертвый. Выигрывать все матчи, наверное, чтобы получать хорошие инвайты в дальнейшем. Ну, на ближайшее время состав меняться не будет. К июню, надеюсь, получится попасть на какой-нибудь хороший LAN-ивент. Каждый сам должен понимать, зачем он играет в Counter-Strike и что он хочет от этой игры. Все-таки 2 месяца назад я не верил, что мы можем даже эту квалу сыграть. Ну, конечно, чем дальше заходишь, хочется больше. Ну вот. Главное не стагнировать, главное не останавливаться. Главное, мне кажется, если на дистанции мы поднимаемся в рейтинге, то мы идем на правильном пути.